Нежнейший паштет с клюквенным желе. Ребята, привет! С вами Одессит на кухне. И для этого блюда нам понадобятся вот такие вот продукты. Вы смотрите эти продукты на моей уютной кухне. И что нам нужно? Конечно, для клюквенного желе у нас есть сама клюква свеженькая. Желатин у нас есть. Для паштета что нам нужно будет? Это сливочное масло, куриная печень, морковочка, яблоки, лук. У меня сливки оставались от торта, я делал тортичек, чизкейк. Соль, перец, солнечного масла немножко. Ну и формочки. А если нету формочки, можно в любой форме сделать, какой вам удобно. Я взял сегодня вот такие вот серебристые формочки. Сейчас раздвигаю, перечищаю лучочек с морковочкой в первую очередь. И будем пошагово вместе с вами готовить. Перечистил все, и в том числе и яблочки, видите. Так, что, морковочку мы кружочками нарезаем. Яблочки мы нарезаем на 4 части. Я серединки вынул уже. Вот так вот. А даже на 2 достаточно будет яблочки пополам. Лучочек таким средним кубиком. Вот так вот. Все перерезаю. Аккуратненько берем форму. У меня стеклянная. Я расскажу, почему я беру форму. Это главный секрет этого паштета, почему он очень-очень нежный. Выложил вот так вот в противень все. Ребята, я просто выложил для красоты, потом в процессе можно и мешать между собой, ничего страшного. Солим, перчим по вкусу. Потом еще можно будет попробовать, когда будем делать паштет, и досолить уже больше. И доперчить, соответственно. Я вот так чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы был перчик. Есть. Следующее, что я делаю, беру масло, даже не масло сначала, а вот у меня сливки оставались, я же говорю, выливаю сюда же сливки, прямо поверх всего. Красота. Сливки у меня жирные, 33%, видите, густые достаточно. Выливаю на стакане. Так, и маслица кубиками масла разрезаю. Так вот вылаживаю по всему противню. Вот так вот. Раз. Кубичками. Вот такими раз. Сразу делаю. И вылаживаю. Везде тоже. Отправляю в духовку где-то на минут 60. Час, грубо говоря. На 180 градусов. Запекаю. В процессе, я же говорю, вы можете перемешивать. Прямо из духовки доставать. И смотреть, чтобы оно полностью все пропекалось. Остудил нашу основу для нежнейшего печеного овощного паштета. Ребята, нарезал специально, чтобы через мясорубку у меня прошло. Сейчас в первую очередь я пропускаю через мелкое сито все вместе. Яблоки, лучочек, который протушился, печеночку через мясорубку, чтобы вам не гудеть. Отключусь и затем покажу, что мы будем еще делать. Красота получилась. Ребята, а теперь что я хочу? Я хочу погружным блендером больше перебить, чтобы он был вот именно такой нежнейший масло. Если у вас нету погружного блендера, вы используете мясорубочку, только пропускаете раза 2-3 через мясорубку. Не один раз, а раза 2-3 пропускаете. А я сейчас, чтобы не жужжать, и вот если он у меня будет густоватый, я буду добавлять чуть-чуть воды. Консистенция паштета вот такая вот у меня получилась. Как раз вы будете ее видеть. Я рассыпаю по формочкам и разравниваю. Не полностью насыпаю формочку, потому что мы еще будем заливать сверху желе. Распределяю по формочкам очень аккуратненько и отправляю в прохладное место до стабилизации. Красота получилась. Паштет на стабилизации уже. Формочках, а мы приготовим наше желе. Делаю морс клюквенный. Перебиваю блендером клюкву, подготовил мысочку, водички, по вкусу соли, сахарка немножечко. Не забывайте, что вы делаете не пить морс, а для паштета. Ну и оставил немножечко ягод для украшения сверху. Замочил желатинчик, отлил сколько мне надо для заливки, остальное буду пить как морс.
Добавил только сахар, ребята, соли не добавлял. Мне достаточно кислоты, горечи мне в клюкве, чтобы мне это было вкусно. 10-15 минут постоял желатинчик. Сейчас ставлю в микроволновку буквально на 5 секунд. Беру ложечку, размешиваю и перемешиваю с нашим. Все, 5 секунд, видите, есть. Сейчас посмотрим. Если не растворился, еще добавлю. И еще даже можно на 5. Видите, не растворился. Перемешиваю. Возьму, чтобы не капать желатином. И еще можно. 5 не доставить. Обычно 10, 5, от 5 до 15. Зависит от микроволновки. Смотрю, чтобы тоже было все у нас хорошо растворился он. В общем-то еще могу поставить на 5 секундочек. И затем сюда. Все, есть. Достаточно абсолютно. Все, выливаю в наш, вот так вот хорошо размешиваю и здесь же перемешиваю с желатином. Количество все будет в описании. Сколько, насколько. Все, это есть у нас. И сейчас хорошо размешиваю остатки желатина тоже сюда. И сейчас хорошо размешиваю желатином, здесь полностью растворяю вот так вот. Ну, еще даже тепловатый вот этот морс клюквенный. И половничком беру. О, есть. И половничком беру. У меня вот такой половничек. Разливаю по нашим формочкам. Равномерно. Равномерно. Вот у меня такой половничек. Беру по половничку, начинаю разливать аккуратненько, не спеша, пусть распределяется. Раз, есть. Следующий половничек. Большие по половнику большому, соответственно. Маленькие я сейчас тоже налью половник, а потом буду смотреть. Маленькие налью, большие чуть больше. Вот второй пошел в большие формы. И еще второй пошел в большую, чтобы большую хорошо покрыло форму. Вот. Маленький уже покрыло, я вижу. Вот большой мне надо немножечко больше. О, хорошо. И еще сюда вот здесь мне не хватает. Надо чуть больше. Вот так вот. Все, семена не обязательно. Убираю это. И для красоты вот оставил ягодок. Для красоты я оформляю ягодками. Вот просто сверху вот так вот распределяю их в хаосном порядке. И отправляю застывать в прохладное место. В холодильник, либо если у вас уже на балконе холодно, пусть застывает. И, конечно, вернусь к вам, и обязательно мы его попробуем. И наш паштет с желе из клюквы в холодильничке стабилизируется. И традиционно анекдот от меня, от одессита на кухне. Одесский ресторан. Вопрос к официанту. Дорогой, что я могу заказать? Я вегетарианец не с переносимостью лактозы на безглютеновой диете. Что я у вас могу заказать? Официант грустно поднимает голову. Говорит, к сожалению, только такси. Вот и пришло утро. Наш нежнейший паштет с клюквенным желе застыл. И мы сейчас будем пробовать. Прямо при вас буду разрезать на тарелочку. Так сфотографировал. Сейчас сфотографирую вот тарелочку белую. Сейчас разрежу прямо аккуратненько. Вот с краю кусочек вот так возьму. Раз. Так вот прямо ножичком. Получится у меня достать его красиво. О, даже лишнего отрезал. Сейчас буду посмотреть. О, если получится, значит будет все замечательно. Лопатки у меня нету. Достаю его с помощью ножика, как говорится. И разверну уже. К вам покажу. О, шикарно. Убираем вот эту желешку, которая не нужна, оставшаяся.
Все, разворачиваю к вам и посмотрите. Можно было бы взять греночки, но я хочу попробовать именно чисто вот паштетик и желе сегодня. Вот я беру прямо с клюковочками. Вот так вот раз себе накалываю, как бы наколоть, чтобы так красиво вам... О, получилось. Вот она, ребята. Посмотрите, какая красота. Просто замечательно. Паштет. Нежнейший, просто нежнейший паштет. Вот внизу паштет нежнейший. Пробуем. Желешка в меру кисленькая, такая с горчинкой от клюквы. Сама клюква трескается просто идеально, ребята. Сочетание сливочного, такое, знаете, ну я бы не сказал даже, что это вот из печени сделано, чисто из печени, да, но там не чисто из печени, там и морковочка, и лучочек. Просто очень нежно. Вот хочу сам паштет даже без клюквы попробовать. О, просто идеальная консистенция. Буду пробовать сейчас. Да-да. Хорошо блендером я постарался. Погружным перебил. Крупинок почти что нету. Просто вот плавно, вот как такая паштетно-маслянисто-сливочная, вкусная, обалденовская. Нет, просто классный обалденовский паштет. Рекомендую, советую даже. А с вами был Одессит на кухне. Вас я люблю, целую, обнимаю с пальчиками, с колокольчиками. Разбирайтесь. Вам и вашим семьям добра, мира, позитива и побольше здоровья. До скорых встреч, ребята. Пока.